Всем привет! Сегодня приготовим супер вкусный кулич краффин. Готовится легко и просто. Получается очень вкусно. Для начала приготовим опару. В чашку вливаем 100 мл теплого молока, 2 столовые ложки сахарного песка и 11 граммов дрожжей. Перемешиваем, накрываем тряпочкой и отправляем в теплое место. Приготовим яичную смесь. 3 яйца, 100 грамм сахарного песка, 5 граммов ванилина, 15 граммов корицы, щепотка соли и размягченное сливочное масло 50 граммов. Все тщательно перемешиваем. Сюда же добавляем цедру одного апельсина. И 100 грамм свежевыжатого апельсинового сока. Все тщательно перемешиваем. К этому времени наша опара подошла. Добавляем к нашей яичной смеси, перемешиваем. После того, как тщательно перемешали, просеем 600 граммов муки. Замесим тесто. Вначале можно перемешать все лопаткой, а затем рукой замесить тесто. В муке может быть в пропорции немножко разница. У меня ушло ровно 600 граммов. Далее нашу же миску обмажем немножко растительным маслом, переложим тесто в чашку, накроем тряпкой и отправим подниматься на час в теплое место. Вот такое у нас тесто должно получиться, удвоиться вдвое, мягкое и воздушное. Рабочую поверхность смажем растительным маслом, переложим тесто и раскатаем в пласт. Из этого количества теста можно испечь 3 средних кулича. Но я сделала один в форме диаметром 16 сантиметров. Раскатаем в пласт, чем тоньше, тем лучше. Далее нам понадобится 50 граммов сливочного размягченного масла. Смажем всю поверхность теста маслом. Начинка у меня будет измельченный арахис. Сверху посыпаем и заранее вымытый и высушенный кишмиш. Далее закатаем в рулетик. Сюда же можно добавить цукаты или курагу. Можно и то, и другое, получится очень вкусно. Далее наш рулет разрежем пополам, оставляя в конце пару сантиметров. Закатаем в круг разрезами снаружи. Одну часть будет первый слой, а вторая половинка пойдет на второй слой сверху. Опять же разрезами сверху, чтобы получилась выпечка красивой и слоеной, чтобы слойки были видны. Далее отправим в форму. Заранее приготовила я, постелила полностью пергаментной бумагой. Вот такая форма у меня диаметром 16 сантиметров. Накроем тряпочкой и дадим отдохнуть минут 15-20. Тесто подошло. Отправляем в разогретую духовку до 170 градусов на 45 минут. В конце можно посыпать сахарной пудрой. Очень вкусный кулич получается по такому рецепту и с необычным видом. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии. А я вам всем желаю хорошего дня и прекрасного настроения. Всем приятного аппетита. До новых встреч!